Он в Геошторме землю спасал, в 300 спартанцев Ксеркса сношал, и как законопослушном гражданине заморочиться снова не прочь. Чем могу помочь? Наконец-то. И этот брутал реально поможет, ведь теперь он пилот самолета, но все так же может съездить по роже. А нас ожидает напряженное приключение, триллер с Джерардом Батлером. Будет больно. О, да. В чем смысл жизни, Батлер со старта просек. В форме пилота смачно сербает на борту кофеек. И вспомнив, что былой фильмографии дни с ним еще не отгремели, с надеждой на очередной пи***ц раскомандовался. Заканчивайте с посадкой и полетели. Ты какой-то возбужденный? Все в порядке? Ясен пень, это обыденность для отвлечения глаз. Чтоб предстоящая жопа в истории стала шоком для нас. А чтоб мы уверились в неотвратимости предстоящего пи***ца, а фразека-рецидивиста в сюжет запихали. Перевезите беглеца. А вот это точно идиотизм. Подставляй пердак под раздачу! Понтанувшись немного, Батлер зэка вести согласился, как будто без его разрешения этот полет бы и не случился. А дальше сюжет развивается в стиле знакомом, ведь... Маршрут пролегает как раз над штормом. Серьезно? Нормальный пилот бурю бы облетел, если с лицензией водилы воздушного остаться б хотел. Но Батлеру скучно жить с безопасными взглядами и, как итог... Это борт 119, мы падаем. Ну что, доволен? Днем олили. Ну зашибись, подумали люди. Хлопать после посадки походу не будем? Тут уже надо думать, как остаться в живых. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и затяните их. А дальше вопрос техники. О боже, мы умрем. Не ссыте, ханыги, с вами ж суперпилот. Кое-как он на остров посадил самолет, а к месту падения пригнали неизвестные позырить, что осталось от ребятни. Стойте, мы не знаем, кто они! Ну не нагнетай, все будет чики-пуки. Шизанутый американец. Как оказалось, в жопе мира пассажиры упали, и их прикладом по морде радушно приняли. Филиппинское гетто ожило, как узнали, что попали к ним американцы. Там одни сепаратисты и повстанцы. Все мы в полной жопе. Спокойно. Видать, демократию к ним завести сшашцы пытались. И, судя по отбитости местных, перестарались. А Батлер мимо них проскочил и готовит заложников в вызволение. Без исключений. Буду бить аккуратно, но сильно. Я не знаю, какую там пантеохианскую игру ты затеял. Я вас всех вырежу! Засажу по самые гланды! Но когда увидал этих самых повстанцев, то железо убавилось в его маленьких яйцах. И как только почти уж смирился, что их песенка спета, кто б мог подумать, а Фразек объявился со словами. Тебе нужно это. Ну что, мужчины, постреляем? По-американски. Как говорится, помощь пришла откуда не ждал. А Фразеком хоть скорешился, но долгое время не доверял. Понял, что несправедливо осужден. Как начал его узнавать, а чё сидел? Да потому что... Всем было наплевать. Ясно, иди на. Ну да ладно, всякое в жизни бывает. Зато пилотеру адекватно, что надо текать, намекает. Батлер понтуется, что этих повстанцев, мол, одним пальцем при желании продырявлю, но... Я их одних не оставлю. Класс, какой храбрый петушок. Герой. Вот всегда в этих фильмах найдется такой за спецслужбы готовый все сделать герой. В этом фильме Батлер в этом качестве и проявится, а следак такой сидя в теплом кабинетике. Он мне нравится. Там олени сидят на полставки. Что за намеки? Походу, правительство США и не думает граждан своих выручать. А Фразеку и Батлеру многих повстанцев придется перемаслать. Печально эта история кончится для большинства, но эти двое добьются своей цели. Мы выберемся с острова. Вот это я понимаю. Смелый мужик. Такие придурки всегда дохнут первыми. Батлер в итоге стандартный для жанра герой. Просто парень с народа, ну хоть не тупой. Без Фразека проблемки с спасением возникли бы у него. Вроде того. Киборг, помноженный на вечность.
За яйца не возьмешь, оторвет твои. Фаны Джера Батлера от фильма будут стать кипятком. Хорошо отыграл, хоть и в сюжете простом. Короче, не кринжово и не супер такое смотреть, но хватает моментов жестоких, от которых можно слететь. Сценарий исключительно тупой. Ой, твою мать. Ты малорик, что досмотрел до конца. В комментариях жду с вашим мнением словца. Лайк поставь, подпишись, дальше будет еще интересней. Надо готовиться серьезней. Ну что, герой, фильм «Крушение» с Джерардом Батлером вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь, но покедова. Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу.